Всем привет! Сегодня классная задача про знаменитую гарвардскую тарелку. Что это за тарелка, спросите вы, если кто не знает. Давным-давно ученые Гарварда определили здоровый рацион питания, в котором ровно половину должны занимать овощи и фрукты, четверть белки, четверть углеводы. Напишите, у кого так и есть, а мы решим нашу задачу. Вот этот круг – это тарелка, проведен диаметр, а затем к нему, к диаметру, радиус перпендикулярный, и вписаны 3 квадратика. Площадь вот этого третьего, который углеводы, 50. Нужно найти сумму площадей вот этих овощей и фруктов и белков, то есть S1 плюс S2 нужно найти. Ну что ж, я мог бы дать ответы на выбор, но я не знаю, как вы к этому отнесетесь. Давайте я на всякий случай тогда вручную здесь напишу, какие возможные ответы. Итак, ответ А. Ответ А 110. Ответ Б 120. Ответ В 124. Ответ Г 132. Ну что ж, попытайте свое счастье, а мы попытаемся решить задачу. Вот как только по прошлой задаче Южная Корея, вчерашней, набралось 300 лайков, я и стал записывать эту задачу. И огромное спасибо всем, кто понимает важность того, что мы делаем. Вот, мы блогеры бескорыстно сегодня, потому что нет монетизации ни на Ютубе, ни на Дзене. По много часов в день вот работаем для просвещения этого математического, геометрического в частности. Поэтому кто поддерживает, участвует, большой, конечно, молодец, пишет комментарии, ставит лайки, подписан на канал. Это ничего не стоит. Один клик, а дело очень-очень хорошее. Ну что ж, поехали. Значит, у нас получается S3, вот это зелененькое у нас по условию сколько? 50, да? S3 50. Ну и что можно найти? По-моему, это самая простая вещь. Я проведу диагональку. Это же будет радиус, да? Это будет радиус. Если обозначить сторону этого зеленого квадрата А, то у нас получается прямоугольный треугольничек. И тогда что? Тогда получается, что А в квадрате равно по условию 50. Это площадь квадрата. А R в квадрате будет равно А в квадрате плюс А в квадрате, то есть 50 плюс 50 – 100. 50 – 100. Ну, отсюда R получается 10. Ну, здорово. Что-то мы нашли. R10. Теперь смотрим. Второй квадратик какой легче будет? Верхний, красненький или нижний желтенький? Ну, наверное, верхний красненький. Ну, во-первых, нетрудно доказать, что вот здесь получится серединка, хотя это доказывать нужно. Ну, ладно. У нас получается, что вот это R тоже, и оно равно 10. Пусть это будет B, а это B пополам. Вот так. Ну что ж, давайте красивым зеленым я посчитаю. У меня получается b в квадрате плюс b пополам в квадрате равно 10 в квадрате. Получается, сколько там? 5 четвертых, да? 5 четвертых b в квадрате равно 100. Здесь сокращения пошли 1,20. b в квадрате 80. b в квадрате 80, то есть s2 80. Все, 80. Записали, запомнили. Ну ладно. Теперь желтый искать надо. Желтый самое трудное. Давайте все поубираю, может быть. А что ты поубираешь? Ну, вот B2 уберу, хорошо? И вот это уберу, чтобы не затемняло. И B уберу. По странному стечению обстоятельств я попал вот здесь в одну как бы точку. Вершину одного и второго квадрата. Ну, как доказать, как-то объяснить, почему всегда будет так, я быстро не вижу. Поэтому не буду там заморачиваться, и сейчас немножко подумаю. Вот что-то я туплю, а как же мне найти? Вот если не в одну точку они попадают, так и я не знаю, что делать. Давайте-ка я проведу вот так. Проведу вот так и радиус. Вот это будет радиус, верно? Верно. Перейду на черный. На черный. Скажу, здесь прямой уголок, прямоугольный треугольничек. Все видят? Все видят. Если сторону моего квадратика я обозначу С,
Получится вот эта часть красного отрезка С, а вот это будет у меня С пополам, правильно? Тогда вот это будет тоже С пополам. Есть. Тогда весь мой вот этот замечательный катет будет С плюс С пополам. Это будет 3 вторых С. Ну все. Тогда вот этот катет будет сколько у меня? С пополам. И вся вот эта гипотенуза, это же радиус 10. Ого, выкрутился. Ну что ж, пишу, что из этого вот треугольничка прямоугольного я получаю 3 вторых С в квадрате плюс С пополам в квадрате равно 10 в квадрате. Что получается? 9 четвертых, 1 четвертая, 10 четвертых, 5 вторых. 5 вторых С в квадрате равно 100. Сокращаю, единичка, двадцаточка. С в квадрате равно 40, а это же как раз S3, правильно? S3. Итак, получается, если я все тут сотру, вот ненужное, там 80, тут 40, сумма 120, такой ответ есть, и мы на коне. Итак, здесь получилось у нас 40, 80, да, 40, 120, правильный ответ Б. Ну и все. Ну и все. Не такая сложная оказалась задачка, но симпатичная. В качестве домашней задачи попробуйте все-таки объяснить, почему мы попадаем здесь, в начале, не после подсчета С. Можно ли раньше как-то определить, что вершинка этого квадрата обязательно совпадет с вершинкой того верхнего квадрата? Но настоящее домашнее задание ДЗ, настоящее будет следующее. Посмотрите. А впишите вот сюда квадратик, и найдите его площадь. Вот это квадрат, квадрат, и надо найти S4. S4. Вот, я на вас посмотрю. Не уверен, что у вас все получится. Ну, до новых встреч теперь. Пока. Помните, что 1 лайк добавляет 10 показов. Это для нас и для вас крайне важно. С вами был Валерий Казаков. Всего хорошего.